Оккупанты готовят новый набег. Трамп придумал должность для Маска, а США переключаются на Молдову. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Беларусь проводит учения с Россией. Управление разнородными силами авиации, взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач, летно-тактическое учение силы и средств ВВС и войск ПВО Беларуси и военно-космических сил России проходит в нашей стране. Переломный момент в войне. Украина получает важный пакет помощи. Есть консенсус касательно поддержки Украины. Черноморский флот РФ лишился еще 2 десантных бортов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Не забывайте про кнопку «Супер спасибо» и не забывайте подписываться на канал. Поехали. Черноморский флот РФ лишается еще 2 скоростных транспортно-десантных катеров типа «Тунец». В Крыму Главное управление украинской разведки проводит операцию по уменьшению российского флота. Спецподразделение ГУРМО Украины, группа 13, с помощью украинских ударных морских дронов Магура В-5 в очередной раз результативно атаковала корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму. Так называемый советник так называемого главы Крыма говорит, что в Керчи повреждены 2 парома – железнодорожный и автомобильный. Все после одной атаки. Подтверждения этой информации пока нет. Оккупанты перебрасывают войска на нескольких направлениях в Харьковской области. Об этом пишет украинский главнокомандующий в своем Facebook. Российских сил все еще недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва обороны, но тем не менее на направлениях Стрелечья-Липцы и в районе Волчанска концентрируются силы для нанесения мощного удара. Враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами ФАБ. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей ФАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭП своих войск, маскировка и использование макетов. Сырский говорит о переброске дополнительных резервов и создании резерва боеприпасов, что якобы тоже должно сдержать оккупантов. Украина получит 2 самолета дальней радиолокационной разведки от Швеции. Это очень важное пополнение украинского авиапарка и позволит более качественно управлять боем и обороной. Шведский премьер-министр представил пакет помощи, в который входят эти самолеты, украинскому послу. Весь пакет стоимостью более €1 миллиарда включает в себя весь шведский запас бронетранспортеров 302-х, ракеты РБ-99, которые используют как на самолетах, так и в наземных системах ПВО, и артиллерийские боеприпасы. За последнюю неделю сразу несколько государств заявили о передаче пакетов помощи для Украины. Испания передаст более €1 миллиарда, США – $275 миллионов. Что за переломный момент или просто совпадение, мы спросили об этом у политолога Игоря Рейтеровича. Я думаю, что тут на самом деле совпало много факторов, в том числе и фактор, связанный с тем, что сначала была задержка с американской помощью. Многие соглашения, кстати, о гарантиях безопасности, они находились на этапе разработки, а сейчас начался период их там подписания. И они тоже предусматривают и финансовую, и военно-техническую помощь. Поэтому, скорее всего, вот тут совпали все вот эти вещи. Ну и определенная активизация, конечно, со стороны наших европейских партнеров, которая связана как, в свою очередь, активизация России на фронте, им надо было как-то на это реагировать, и они, соответственно, отреагировали вот таким образом, ну, то есть усиливая поддержку Украины, так и, в принципе, какие-то внутриполитические моменты, которые касаются там выборов, которые касаются того факта, что многие европейские политики, ну, поняли, что с Россией просто нет смысла договариваться, Россия не договороспособна в этом плане, и поэтому в этом контексте, ну, вот мы имеем то, что имеем. Да, помощи стало объективно больше. Но помощь полагается не только Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Молдове помощь в размере $50 миллионов и постоянную поддержку со стороны США. Он заявляет, что страна продемонстрировала, цитирую, «необычайную стойкость перед лицом российских издевательств и попыток вмешательства».
Сегодня я объявляю, что мы будем работать с нашим Конгрессом, чтобы предоставить дополнительные $50 миллионов для дальнейшего продвижения этих усилий, от реформирования энергетического и сельскохозяйственного секторов до дальнейшего противодействия дезинформации. Это, в свою очередь, укрепит способность молдаван противостоять российскому вмешательству, проводить свободные и честные выборы, продолжать путь в Европейский Союз и западную интеграцию, чтобы создать больше экономических возможностей. Здесь очень сильна глубокая и укоренившаяся приверженность демократии и, опять же, народу страны, которые сами определяют свое будущее. И это перед лицом запугивания со стороны России, вмешательства, усилий по распространению дезинформации, коррупции, разжигания антиправительственных протестов. При президенте Майе Санду Молдова решительно осудила вторжение России в Украину и нацелилась на вступление в Европейский Союз. Вместе с тем, с понедельника стартуют выборы в Европарламент. Предвыборный процесс начнется и в электронном формате тоже. И беспрецедентные меры безопасности обещают на этих выборах европейские политики. И, скорее всего, Россия не преминет воспользоваться ситуацией. Вместе с тем, Британия готовится к выборам премьера тоже. Как Путин может использовать это и не захлестнет ли Европу предвыборная нестабильность? Мы поговорили об этом с политологом Игорем Рейтеровичем. Если мы сейчас посмотрим на ключевые страны, с определенной долей вероятности более-менее серьезные изменения, действительно, такого характера достаточно серьезного, могут быть только в Соединенных Штатах. Мне кажется, что во всех других странах, например, в той же Великобритании, среди различных партий есть консенсус касательно поддержки Украины, и поэтому тут явно не должно быть никаких проблем. То же самое касается Европарламента, там все равно будет коалиция, которая будет поддерживать Украину, и в этом плане нам не очень стоит волноваться. Хотя Россия, конечно, ставку на это делает и считает, что вот таким вот образом она сможет как-то ситуацию изменить в свою пользу. Но у них вряд ли что-то получится, поэтому у них единственная надежда это, собственно, на Соединенные Штаты, что там что-то кардинально поменяется, и то я думаю, что для них это не приведет к тем результатам, на которые они на самом деле рассчитывают. Беларусь проводит учения совместно с Россией в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО и в интересах повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава. Вот так пишут пропагандисты именно об этой части учений. Управление разнородными силами авиации, взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач, летно-тактическое учение силы и средств ВВС и войск ПВО Беларуси и военно-космических сил России проходит в нашей стране. Теоретически готовятся к обороне объектов от ударов авиации, но не выдают ли вместо этого свои планы новой провокации? Теперь уже против стран НАТО. Китай высказывает свое желание стать миротворцем на Ближнем Востоке и считает это своей важной миссией. Пекин хочет сотрудничать с арабскими странами для решения проблем в горячих точках способами, способствующими соблюдению честности, справедливости и достижению долгосрочного мира и стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпинь. Китай стремится укрепить свои отношения с арабскими странами в качестве модели для поддержания мира и стабильности во всем мире, говорит Си Цзиньпинь на форуме сотрудничества Китая и арабских государств в Пекине. Китай предоставит дополнительные 500 миллионов юаней гуманитарной помощи в дополнение к 100 миллионам юаней на раннем этапе, чтобы поддержать ослабление гуманитарного кризиса в Газе и послевоенное восстановление. Мы готовы работать с арабской стороной, чтобы уважать цели и принципы Устава ООН, уважать независимый выбор народов всех стран, уважать объективную реальность, сформированную историей, искать пути решения проблем, горячих точек, которые способствуют соблюдению честности и справедливости и достижению долгосрочного мира и стабильности. Трамп уже несколько месяцев общается с Илоном Маском и хочет сделать его своим советником в случае победы на выборах президента этой осенью. Об этом пишет The Wall Street Journal. Несколько источников подтверждают личную коммуникацию главы SpaceX и кандидата в президенты. Еще говорят, что Трамп ищет способ больше вовлечь Маска в политику.
Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео. Спасибо вам за это. Продолжайте в том же духе, пожалуйста. И не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Все это на самом деле очень и очень важно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.